Всем привет! Добро пожаловать в новый влог, как вы видите, из Мехико. Записываю вам приветствие с горы, которая называется Холм Звезды. Да, говорить я очень красиво как-то и складно не смогу, но я все-таки хочу сказать пару слов про грустное такое трагическое событие, что Навальный Алексей был, доведен до смерти, то есть был убит в этой колонии, где он сидел, кажется, 3 года. И это очень-очень-очень трагичная вообще новость для всех, и очень грустно. И я дико просто сочувствую его семье, его жене Юлии Навальной и его детишкам. И, короче, это все очень грустно. Да, еще очень грустно, что это подтверждает тот факт, что гребаному типа президенту России, мудаку этому, все сходит с рук. То есть сколько он убил, сколько он отравил людей, политических разных деятелей, и не только политических деятелей, и просто куча людей, которые живут в России и страдают, мучаются от его этого типа правления. Короче, это очень огорчает на самом деле, что ситуация в России не меняется, и как все было, и Немцова застрелили просто в центре Москвы, это тоже пиздец какой-то, извиняюсь, но и с Навальным сделали такое, это тоже гребаный пиздец, по-другому не скажешь. Да, я предупреждаю, что влог будет большим. Она же начала уже монтировать, и оказалось там много всего. Так что смотрите до конца, потому что мы пойдем там на Холм Звезды. Офигенское просто место мы нашли, кайфанули там. Да, это наши спутницы. Они еще с музыкой. Мы с ними практически поднялись на эту гору. В этом влоге будет много меня бегающей и кайфующей от бега. И счастливой благодарность, что я снова могу бегать. Да, я, конечно, не бегаю там, не знаю, 5 километров, но даже там 1-2 километра для меня бегать это уже охрененно круто. И не только бег будет. Желаю вам приятного просмотра этого влога. Не забывайте ставить лайки, подписки, подписываться и комментарии оставлять. Смотрим. Сейчас полночь. В Мексике праздник 3 королей, типа Волхвы, Иисус, все дела. Нет, они продолжают. Отмечу, что мы уже ждем 129 дней здесь, то есть мы 5-й месяц здесь находимся в ожидании даты CBP-1. Знакомые наши уже перешли, уже где-то там в Калифорнии тусят. Мы пока еще тусим в Мехико. Ну как можно не снять? Он мне угрозу сделал, выпад. Ну что, пикничек, домики, это их не жилье. Да. Что у меня с коленями, тоже сделаю такой комментарий. Вот как вы увидите, на гору я поднимаюсь, и тут по утрам я не по 10 минут бегаю, сильно не нагружая ногу, но в принципе иногда бывают боли какие-то, иногда не бывает, но я делаю еще разминку перед бегом.
такие у меня дела с коленями. А здесь перед вами легендарный парк Мехико Сочимилька. Мы для себя его не так давно открыли, по этому озеру люди на лодочках и на катамаранах катаются. Ну и также просто сюда приезжают спортом заниматься. Здесь вы можете видеть такой мини-огород. Там в основном мы видели капусту и салаты. Хотя там еще и написано должно быть перец и еще что-то, не помню. Отличный парк, приятная атмосфера, кайфовое место просто вот прийти, погулять, насладиться природой. Выжженные поля. Пахнет соответствующе еще и там во рту где-то идет. Также запечатляю свои эксперименты. Да, бегаю я одета неподобающим образом для бега, но, короче, проверяю, как после бега у меня будет вся колени чувствовать. Бегу вот по такому покрытию, вроде амортизация, вроде эффект песка. Еще и волосы распущены, еще и жара, на солнце 27. Завтра 29 будет. Сейчас, на секундочку. 7 февраля. Вот бегу я, наслаждаюсь бегом. Я так скучала, конечно, по бегу. Где-то месяцев 6 я не могла бегать. Ну, из-за темы с коленями. Такая местность. Прикольная. Отличный парк. Вообще очень много природы. И вот, благодаря этим отметочкам я могу себя поздравить с 1-м километром. Ох, такой кайф. Муа. Кстати, про воду, которая в кранах у нас течет, хочу сказать, что где мы жили до этого места у Марты, в другом немножко райончике, и там вода всегда пахла из-под крана, и когда моешься, то есть всегда такая вонючая вода неприятная. А когда мы сюда приехали, вот этот хозяин нас зовут Рикардо, здесь вода была чистая и нигде не пахла, но мы все равно, конечно, покупали воду, пить и готовить только на ней. Но сам факт, что вода тут чище была в кранах. А вот недавно она, короче, начала пахнуть. И главный запах такой, где мы тут в одно местечко ходим в магазин, и там из канализации очень сильно воняет такой, я даже не знаю, как передать этот запах, но очень едкий запах. И просто жесть. И вот теперь самое грустное и горькое, что теперь у нас вода именно так и пахнет. Вот такого же, короче, запаха, как там. И даже когда моешься, вот это все, зубы чистишь. Короче, не знаю, что случилось, но теперь наша вода здесь тоже пахнет. Не пахнет, а воняет. Идем тут около парка недалеко, и идет лошадка навстречу. У него вот так, тут, это грудинка называется. У него прям вот такой, как подковка, отрезалась кожа и вот так висит. Видимо, она куда-то так прилегла, да, и на какое-то что-то острое. Бедная лошадка. В общем, мы ехали-то просто в Чапультепек позаниматься в джим, тот бесплатный, но не доехали. И вот Вартан вытворяет 80 килограмм? Ничего себе. Выглядит круто. Очень аутентично. Мы не доехали в этот парк, потому что метро очень долго стояло. Что-то там происходит. Короче, у них, как обычно, с этим метро неполадки. И мы так не смогли доехать. И решили просто погулять здесь недалеко. Блин, вот эта лошадка. Пойдем там. Да, и вон, видите, она пытается, короче. Пока Вартан облегчается, у него под джинсами шорты спрятаны.
Посмотрите, как линия вот этого канала высохла. Когда мы гуляли, вода где-то до сюда была. И нам как раз хозяин сказал, что нужно воду экономить, потому что типа сейчас с водой будут проблемы, так как давно дождя не было, и вот водные запасы истощаются. Ждем, когда пойдет дождь, наконец-таки. Смотрите, какая линия. Там сетка, ну или даже такая материал, короче, загораживает. И тут вот чистенько. И уточки, и лодка. Ждем, когда обработают от клопов весь наш, ну как наш, где мы живем, дом. Прошло не помню сколько с последнего моего бега. Сегодня 14 февраля. И мы с Вартаном приехали в парк. Тут такое хорошее покрытие. И тут много бегунов. И вот я проверяю мои коленки второй раз. Да, и снова я бегаю в джинсах. То, что обычно я всегда осуждала, типа спорт, точно не в джинсах. Но так как нет ничего, бегаю в джинсах с красивым видом. Очень ухоженный парк, симпатичный. Тоже есть разметочки с дистанцией. Отдыхает работник. Пришли мороженое поесть в честь праздничка. А тут, смотрите, есть вешалки. Очень умно. А Вартан стоит в очереди. Куча людей. А побегала я, в общем, где-то около получаса с мини-остановками, чтобы поймать Wi-Fi, потому что я потерялась с Вартаном. И был только Wi-Fi в каких-то местах. Немножечко поболела у меня левая коленка. Надо мне теперь точно отдыхать. Но правая уже не болела. Такое, конечно, снимать надо. Это волейбол у них такой. Мячик уже грязный. Какие-то тут испытания. Ну да. 14 февраля. Люди по-разному отмечают. Кайфуют в парке. Это не Пахуарос, но раз пошутил. Неоднозначно. Это мы так ждем, когда зеленый загорится на этих штучках.
Что тут у нас? Я тут приболела, нос говорю. И смотрите, это, короче, сочки. Это кактус. Эти обрезанные эти колючки. И его можно уже кушать, он такая мякоть. На вкус они такие кисловатые. Ну, кто-то на ягоды говорит, кто-то на маринованные огурцы. И вот спустя почти 4 месяца мы решили взять и попробовать. Это у Лиси поза из йоги. Гибкая собачка. Они просто уже вылезают. Hello. У нас пикник с хот-догами и да, с майонезом. Вартан не пожалел целую. Вообще-то жалко. Идите кушайте. Ух ты! Если оплачиваешь парковку, а здесь тебе написано оставшиеся... Смекалка и умелые ручки Вартана чинят карниз пинцетом. Как вам бег с таким пейзажем? Потапки. Нам с Вартаном нравится. С 8 утра дядечка тоже там бегает. Фу. А так мы 15 минут побегали, Вартан за рюкзаком там пошел в эти кактусы. Это такой кайф. Я 2 дня просто бегала по утрам по нашим этим улочкам вонючим и грязным. Ой, извиняюсь за сопли. А здесь, конечно, сказочно. Вот так у нас происходит разминочка послебеговая. Вартан вам покажет. У тебя хорошо получается, скажу. Что, пошли кушать? Так, внимание. О, какой. Молодец. Вот мы долго гуляли, болтали, отдыхали после бега, восстанавливались, и сейчас у нас тут будет происходить завтрак. На прикольном местечке, уютно, спокойно. На выходных тут уже было бы куча людей. Травка здесь супер мягкая, просто как по одеялку ходишь. Тут у нас мюсли, яйца, лаваш. О, это Вартана секретный ингредиент. Это для Вартана, это для меня. Самодельные мюсли, овсянку обычную покупаем, сушим, амарант воздушный, кукурузные хлопья и шоколадные кукурузные хлопья. Внимание! Вартан ломится в туалет. Кто тут у нас такой? Помощница. Да, нашли новое местечко. Слышу, Вартан уселся какать. Вот они, горы. Даже в воде отражаются. Интересно. Hello, this is us.
А, вот раскрылась, вот откуда эти стульчики, и они с этих вот, как это называется, лодочек. Прикольно, а тут вот новенькую сделали. Обновили. Да, они эти штучки накрепят на эти лодки. У каждого своя там какая-то рисуночек. Вот так это выглядит. Вартан пошел купаться. Я бы искупался, честно. Ну, пожалуйста. Затопленная. Чувак с гигантской камерой прошел. Смотрю. Вот из клево, да? Такая... Да, да. Вот то место, вот там. Тот бережок, где мы сидели и хот-доги кушали. Видите, это чувачки, которые моют лобовые стекла. У них тут там сменная обувь, рюкзаки, одежды. Вот они базируются тут и обслуживают транспорт. Мы собираемся вот на эту гору. Всем доброе утро. Мы отправились уже. Хотим пойти, короче, на гору, подняться. Там смотрят, куда нам идти нужно. Как обычно, заборы, колючие проволоки. И стоит этот, и у него все подтекает. Как без этого? Мы приехали на метро, и нам еще 3 километра надо вот так, типа в гору подниматься. Потом, говорит, перепад 200 метров. Вот здесь уже нам встречается очередной рыночек, мини-рынок субботний. Здесь магазинчик, где мы тоже закупаемся, сеть. Оказалось, здесь огромный рынок, и вещевой, и всякий овощной, фруктовый. А тут горочки не хуже, чем в Тбилиси. Но я даже соскучилась по такому рельефу. Короче, здесь сразу отличие такое, что не только рельеф, но и чисто. Просто идешь и приятно идти, нету мусора. И мы там видели, как люди просто подметали, убирали. Это к тому, что даже район от района, и это далеко не центр, но сами люди по себе отличаются. Вот, в общем, смотрите, наша цель должна быть там крестик привезти. Выглядит все очень прикольно. Люди с собачками гуляют. В общем, здесь вайб, атмосфера здесь классная. Прям такая, да? По-мексикански, но приятная. А это тут... Да, да. Блин, вы видели, какой вход? Там даже охранник есть. И мы просто тут переживали. Вартан всякими байками меня пугал, что здесь на нас нападут. Но тут настолько все цивилизованно и безопасно ощущается. Просто кайфово. И там какие-то там преподавали какое-то тэквондо, например. Да. И сейчас, кстати, суббота, я думаю, тоже поэтому много людей. Здесь, видимо, какие-то раскопки проводятся. Ага, прикольно. И пирамидка нарисована. Все на спорте. И это невероятно круто. Это чувствуется в воздухе. А в нашем районе там только занимают очереди на один рынок. С 7 утра сидят с тележками, а потом там есть стулья, на которых они сидят и ждут, пока до них очередь дойдет. Там, видимо, очень дешево продают овощи и фрукты. Видите, площадка и сколько людей, и даже с детишками. Приятно видеть родителей и детишек, занимающихся спортом. Ну, там какой-то снаряд. Интересно. У этой женщины сзади в рюкзаке торчит, массажная щетка. Вартан оставляет свой след на этой канализации. Видите, какая-то кошечка или котик пробежались. В общем, мы выбрали покороче дорожку, но интересней. Если тут и лошадки ходят. Внимание, те женщины, которые старше нас несколько раз, они выбрали еще более короткий путь и более крутой.
такие эмоции. Люди тут тоже очень приятные, улыбаются, едут. Ну, мы тут пока единственные светлокожие, белокожие. Беложопые. Да, Говорю прямо. молодец. И вот нам этот велосипедист улыбнулся. Весь такой усохший. Да, любят они вот это дело. На кактусах рисовать, или это не кактус? Эти бабушки уже, наверное, добрались до самой вершины. Да. А еще сейчас мимо нас чувачок проехал на мопеде, охранник. И, ну, как это называется, секьюритат. И это тоже очень круто. Эти женщины занимаются с камнем. Здесь бегают. Просто куча всяких путей, куда можно пойти, посидеть. Вот мы уже поднялись практически. Ого! Такая вот горочка. Уже финальная наша. И мы уже добрались до самого верха. К сожалению, вот этот, как я назвала, туман, это все смог и грязь, и всякие вон какая тема. Вот я помню, из фуникулера тоже показывала эту линию как грязи. Ого, там как будто бы действительно, наверное, извержение такое. Наши две верные спутницы. Вон, кстати, центр там, наверное, выше, высотки. Такие хорошие подъемчики, удобные. Вау, прямо как на пирамиду поднимаешься. А, вот это тот самый крест, кстати. Там еще Иисус, наверное, стоит. Да, этот смог грязный, воздух грязный и запах грязный. Ощущаешь здесь периодически каждый день, с утра особенно. Когда открываешь окна, то оттуда не свежий воздух, а какая-то вонь такая, то ли гнилая, то ли что. Скала из Короля Льва. Поднимешь меня на ней так же? Да, очень похоже на самом деле. Вот он меня пугает, когда так стоит на самом краешке. Играет на моих нервах. Поэтому я от него ушла сюда, подальше. Ну а вот мы теперь на самой высокой точке здесь, на этой площадочке. Мы Вартана прочистка носа и перекус. А этот вулкан продолжает извергаться. Тут, кстати, бабочек столько летает. Метро отсюда видно. Метро как будто бы это, как ее называют, гусеница ползет. А там чувачок сидит, не сидит. Ой, вот он. Ё-моё. Я хотела вот этой его штучкой, он продает. Короче, хотела из-под тишка снять этого чувака в белом костюмчике, а он оказался сидел в тени рядом. Но я думаю, что он русского не понимает. Кстати, да, из-за того, что тут русские, я думаю, знают 0,001% населения мексиканского, то мы можем свободно где угодно что говорить, и нас не поймут. Сюда пришли, я думала, хотела Вартану предложить воссесть на эти два трона каменных, возможно, каких-то очень древних. А, видите, нет. Может быть, это древние туалеты были? Ацтекские толчки. Ну да. Я думаю, что тут были развалины какие-то древние. Вот эти камни, возможно, из них они и были сделаны. Их пособирали и попытались что-то воссоздать. Ну, что-то у них получилось. Смотри, какой треугольник, да? Смотрите, просто бесплатный джим. Бесплатный инвентарь. Ножка, ага. О, показывает класс. Ну, круто, скажи. Главное, бесплатно. И на природе. Ну да, пожалуйста. Мне нравится. Эй!
Прикольно, бежит в самую гору. Ого. Ю, что мы нашли? Ну они, да, они с У меня эффектом. педостопа мало. Можно подтягивание из позиции прыжка. На 30. Ой, ну так сложно. 3. Молодец. Это полы были. Сдала зачет. Видите эту палку? Вот это дерево. Я в 2 него- раза попала. Да, 2 раза Мне кажется, я камнем. сейчас на метр проехал. Ух ты, попал, может, да? Просто не так. Довольно точно. Да, молодец. Короче, я просто делала терапию, камни бросала и попала в этот вот ствол. И я говорю... Артем пытается попасть. Я говорю, ну 2-й раз я точно не попаду, потому что 1-й раз это была чистая случайность. О, почти попал. Кидают. И 2-й раз я тоже в нее попадаю. Вот это да. Ну вот и все, мы подошли к выходу. Говорит, Настя, подошли к концу. Или конец подошел к нам. Внимание, внимание, смотрите, мексиканцы, как говорится, original Mexicans. Классный. Это, наверное, зал для венчаний. Ну вот мы и дома. Ура! Вот как я сгорела. Если вы видите это, значит вы досмотрели этот влог до конца. Так что я вам выражаю благодарность и до новых встреч.